Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такую красивую брендовую французскую кофточку от La Redoute. Очень элегантная и эффектная модель. Понадобится в гардеробе любой женщины. На любой возраст будет эффектно смотреться. Вяжется несложным узором. Это косы, но не совсем обычно, как мы привыкли вязать. Здесь тоже переплетение, но они строятся несколько иначе. Всем, кому нравится эта моделечка, сейчас я вам покажу, как она выглядит в магазине на сайте компании. Вот так она выглядит, девочки. Посмотрите внимательно. Ну, в принципе, вот ее спинка. Давайте приблизим. Вот так смотрится по спиночке моделька. То есть узор у нас и по переду, и по спиночке. Спущенный рукавчик. В принципе, ничего сложного и сверхъестественного, да? Но очень прям от нее веет такой нежностью, свежестью и оригинальностью. Все-таки как-то элегантность у французов в крови, что ли, я не знаю. Здесь у нас используется вот этот вариант косы и используется английская резинка. Смотрите, как смотрится это нежно и изысканно, правда? Под вот это такое платьице длинное вообще. Ну, просто заглядение. В сегодняшнем мастер-классе я собираюсь, значит, мы посмотрим с вами схему вязания. Мы будем с вами вязать образец. Я составила описание на несколько размеров. У нас с вами будет описание, которое я выкладываю в текстовом видео, под видео, да. И еще у нас, конечно же, выкройка будет и мои расчеты. Я буду вам в конце, после того, как мы с вами по определенной пряже рассчитаем плотность образца. Затем мы сделаем с вами расчеты конкретно для данной пряжи и из данной плотности. Будут расчеты по выкройке. Всем, кому интересна модель, ставимся дальше и смотрим выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого кардигана я выбрала пряжу Yarnart Silk Royal. Турецкая пряжа. Смотрите, цвет 441, такой нежный цвет, персиковый, персиково-розовый. 35% у нас вискозный шелк и 65 шерсть мериносов. 50 грамм, 140 метров. Вот такая замечательная пряжа. Очень мягкая, очень хорошо из нее вязать, удобно. Она слегка пушится. Не знаю, видно ли, передает ли эта камера. Ее пушок виден вот здесь, по-моему, очевидно, да? Такая очень мягенькая, очень такая прям приятная. Спицы я использовала 3,5. Ну и вот про образец, смотрите, девочки. Вот так выглядит образец. Подбирала я узор, в общем-то, вот с этими косами. Это не простые переплетения, они такие там интересные конструкции. Не совсем так, как мы привыкли с вами. Они, видите, как строятся. Постепенно у нас идет перекрещивание в каждом ряду. Вот, поэтому, наверное, новичкам не стоит связываться, хотя есть такие продвинутые новички, которые все схватывают на лету, да, поэтому так голословно не буду говорить. В общем, пробуйте, пробуйте. Нужно все пробовать, все по своим силам, сами потом оцените. И здесь у нас идет
Английская резиночка. Хотите патентную, я уже, знаете, честно сказать, начинаю путаться, в чем там разница. Все они, в принципе, по одному принципу вяжутся. Вот это английская резинка, патентная, полупатентная резинка. Суть, знаете, на мой взгляд, одна и та же. Какую хотите, такую и вяжите здесь. С накидами здесь вяжется у нас. Так, ну давайте посмотрим схему. Так, девочки, вот такая у нас с вами схема. Смотрите, это схемочка для вязания косы с 1 по 12 ряд раппорт и ширина 24 петли. Ну, английскую резинку я покажу, как вязать в мастер-классе, который будем сегодня чуть позже проводить по вязанию узора. Теперь давайте про выкройку. Значит, у нас есть выкройка. Вот такая вот выкройка у меня. Я ее увеличиваю. Размеры здесь не стоят практически, да. Размеры здесь я буду озвучивать в расчетной части. После того, как свяжем образец, рассчитаем плотность. И там я уже буду конкретно вам показывать, какие мы берем, как ширина спинки у нас идет, сколько петель набираем, как располагаем узоры. Вот. А здесь сейчас только вот такая вот образный, так скажем, вариант выкройки, чтобы вы могли понять, что это спущенный рукав и вырез горловины у нас с вами такой округлый. Ну, в общем-то, обычная выкройка, которой мы всегда пользуемся в таких случаях. У нас есть описание, которое я составила. Смотрите, у нас будет сегодня использоваться описание 44-48 размера, 50, 52, 54. Вот так распределилась у нас судьба, скажем так, попетельная. Длину изделия я приняла для первого размера 61, второго 63 и 62, и для третьего 63 сантиметра. Все это будет выложено под видео, я ничего зачитывать не стану. Почему именно столько петель, и как мы распределяем узоры, вот здесь, в принципе, я все это дело расшифровываю, но еще и схематично рисую. Кому будет интересно, пожалуйста, посмотрите под видео. Вот. Конечно, это не панацея, возможно, у вас будет другая какая-то пряжа, будет своя плотность. Ну, просто на примере, кому это нужно, опять-таки, не для продвинутых, а для тех, кто только вот делает первые шаги, скажем так, в вязании плечевых изделий. Я думаю, что это видео будет очень полезным, познавательным. Посмотрите, девочки, посмотрите. Ну, а те, кто давно уже как бы на моем канале уже связал не одно изделие по моему мастер-классу, я думаю, что, может быть, оно даже не будет и не нужно, в принципе, да? Так, ну и давайте сейчас с вами приступим к вязанию образца. Все здесь я в текстовом варианте изобразила, постаралась подробно изобразить, как вязать последовательность ваших действий, потом сборку тоже. Вот. Под видео будет ссылочка на то, как собираю изделия я обычно, то есть какой шов использую, как петли поднимаю. Кому интересно, посмотрите, перейдите по ссылке. Это тоже был мастер-класс одного из моего изделия. Так, итак, вяжем. Итак, девочки, вот такой будем сегодня вязать с вами образец. Здесь у меня уже связано 2 раппорта. Раппорт составляет 12 рядов. У нас здесь будет сейчас вязаться еще английская вязка и сама эта коса. Это 2 основных узора, которые там используются. И я вам советую связать первый ряд просто ничего не делая. Ну, давайте по порядку. Набираем 33 петли. И вот эти первые 7 петель у нас идут, это будет английская резинка. И затем вы вяжете 24 петли лицевыми петлями, переворачиваем вязание. 7 петель вот этой английской резинкой в первом ряду вяжем просто. Начинаем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Затем 24 петли идут лицевые. Переворачиваем вязание на второй ряд. И здесь есть важный момент, который я вам показываю сейчас. Смотрите, это у нас, так сказать, дополнительный ряд идет. Не входит в раппорт, имейте это в виду. И он нужен нам для того, чтобы
хорошо и правильно связать первый ряд раппорта. Имейте это в виду. Дополнительный ряд. Вернее, получается два ряда. Распределительные, так скажем. Итак, смотрите, что мы сейчас будем делать. Сейчас мы будем вязать 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем накид. 2 накида подряд. И далее вяжем изнаночные петли. Наверное, их надо посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, давайте так. И 14 петель связали еще изнаночных. Делаем опять 2 накида. И следующие 5 изнаночных вяжем уже просто. Связали. Ну и английская резиночка у нас во втором ряду. Тоже показываю. Она и в первом, и во втором ряду вяжется абсолютно одинаково. Смотрите, лицевую петлю мы вяжем всегда, значит, за, не так вот, как привыкли, да, вот за эту, сюда, вот вытягиваем ниточку, да, а в предыдущую, на ряд ниже, да, вот так вытягиваем лицевую и снимаем. Изнаночную вяжем обычно, и здесь снова не сюда лицевая у нас идет, а вот сюда в предыдущий ряд вытягиваем ниточку и спускаем. Опять изнаночная, лицевая, изнаночная, вниз лицевая и кромочная изнаночная. Связали. И вот теперь начинается у нас первый ряд. Ну, про английскую резинку вы все знаете, она одинаково вяжется в каждом ряду. И вяжем первый ряд. Английская резинка 7 петель у нас. Для образца мы вяжем. Изнаночная. Затем лицевая у нас вяжется в петлю на ряд ниже. Снова изнаночная. Лицевая вяжется в петлю на ряд ниже. Изнаночная. Лицевая вяжется в петлю на ряд ниже. Изнаночная. Вот. И получается она вот такая двухсторонняя, очень пышная, одинаково абсолютно. Теперь наш раппорт, первый ряд. Смотрите, сейчас мы вяжем 5 лицевых первых. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И сейчас у нас распускаются эти 2 накида. И будем менять сейчас с вами перекрещивание, менять петельки. На 7 петлях у нас будут, одна будет петля у нас. Значит, снимаем. Можно использовать дополнительную спицу, можно делать как я. Как вам? И сейчас будем перекрещивать. Смотрите, вот эта длинная петля, которую мы там сняли, она у нас должна быть за работой. А вот эти 6 высвобождаем и аккуратно их кончиком правой спицы переносим на левую. Все мы перекрестили. 6 петель перед работой и 1 за работой. Она у нас длинная такая, поэтому мы делали 2 накида в изнаночном ряду. И вяжем их все 7 лицевых. Получилось у нас перекрещивание направо. И эту тоже провязываем лицевой. Далее 7 петель перекрещиваем налево. Также мы снимаем 7 петель. Накиды распускаем. Первые 6 у нас перед работой. Вот эта длинная, которую накиды распустили, мы ее вот так аккуратно возвращаем в самое начало. И провязываем 7 лицевых. Если вы будете использовать дополнительную спицу, то же самое проделывайте. Это несложно. Так, перекрестили. Вот, а сейчас оставшиеся 5 лицевых вяжем лицевыми, да? Все, кромочная, изнаночная. Все четные ряды, которые у нас будут являться изнаночными, у нас вяжутся, как смотрят петли, ну, вернее, они у нас смотрят изнаночными в косе, а вот здесь у нас идет платочная вязка. Следующее, смотрите, девочки, во втором, получается, ряду также делаем 2 накида. То есть мы провязываем теперь уже
получается 4 изнаночные, делаем 2 накида и вяжем изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, 4 должно быть. 15, 16 изнаночных. Делаем 2 накида и 4 изнаночные вяжем еще. Ну и там у нас идет с вами английская резиночка, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная. Так, переворачиваем. У нас с вами 3-й ряд. Также будет перекрещивание у нас с вами. И вяжем. Опять у нас идет английская резинка, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, и наш с вами узор. Вяжем 4 лицевые, затем 2 накида спускаем, длинная эта петля у нас, сейчас мы ее будем менять с 6 петлями местами. 7 петель у нас сейчас на спицах, и меняем местами, эту длинную за работой оставляем, и 6 следующих с помощью правой спицы возвращаем на левую перед работой. И вяжем все 7 лицевыми. Видите, это не сложно. Это не сложно. Далее у нас идут, далее у нас идут 2 лицевые по центру. И далее мы опять перекрещиваем 7 петель, только теперь налево. Я сняла пока 7 петель. Распустила накид. Первые 6 петель у меня перед работой, длинная петля за работой. Я ее с помощью правой спицы аккуратно вернула на левую, но уже перед всеми этими петлями, и все 6 провязываем, вернее 7 лицевыми. Связали, да? И далее остались еще 4 лицевые в ряду. Кромочная, изнаночная. Теперь у нас с вами сейчас будет 4-й ряд. То есть вы поняли специфику, да? Вот как у нас изнаночная. Чтобы не затягивать полотно, там, где мы вот это перекрещивание делаем, я придумала делать вот эти накиды. Вот. Потому что я вначале попробовала с одним накидом. Вообще вначале я пробовала без накидов. Получилось очень стянуто. Ну, хотя, может быть, в этом и есть фишка. Но хотелось приблизиться к оригиналу, а там совсем не стянуто, вы видели. Поэтому я вначале связала вот такую же вот длину в один раппорт, ну, с одним накидом. Потом посмотрела, слишком стянуто, думаю, нет, наверное, надо 2 накида делать. И вот 2 накида дают вот такой эффект интересный, хороший. Итак, следующий у нас с вами получается 5-й ряд. А, нет, сейчас 4-й мы вяжем изнаночные. И мы вяжем с вами 3 изнаночные. Делаем 2 накида. И затем вяжем изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 накида, двойных накидов и 3 изнаночные еще. Вот так. И дальше идет у нас с вами английская вязка. Самостоятельно вяжем. Давайте будем вязать только раппорт. Английскую вы уже и так знаете, как вязать. Это ряд у нас с вами. Мы вяжем с вами первые 3 лицевые. Затем двойной накид распускаем. И перекрещиваем 7 петель направо. 7 петель снимаем на правую спицу. Последнюю петлю за работой оставляем.
Высвобождается у нас 6 петель перед работой, и просто их меняем местами. И вяжем 7 лицевых. Ну, вы уже это все научились делать, правильно? Без меня. Так, ну, хотя, может, кто-то не научился, поэтому показываю до конца. Принцип узора понятен, да? Дальше у нас идут 1, 2, 3, 4 лицевые. И снова идут перекрещивания на 7 петлях. Снимаем 7 петель, накида распускаем. Крайняя петля длинная становится, да? Оставляем эту длинную за работой, а 6 перед работой. Вот. И с помощью правой спицы эту длинную сзади работы возвращаем на левую и вяжем 7 лицевых. Перекрестили налево. И осталось у нас в раппорте 3 лицевые. Кромочная, изнаночная. Так, ну, 6-й ряд показывать вам. Вы, наверное, поняли, да? Сейчас у вас будет вязаться, смотрите, 2 изнаночные, 2 накида. То есть у нас идет вот такая вот ступень. 2 накида подряд, и далее идут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 изнаночных петель, 2 накида снова делаем, и оставшиеся 2 изнаночные вяжем в раппорте. Все. Ну а там идет английская, самостоятельно вяжем. 7-й у нас с вами ряд. И мы с вами сейчас вяжем 2 лицевые, распускаем 2 накида и 7 петель перекрещиваем направо. Снимаем 7 петель, длинная петля за работой сзади. 6 петель у нас идут направо перед работой. Вяжем все 7 лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем по центру вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И следующие 7 петель опять перекрещиваем налево теперь. Распускаем 2 накида. Длинная петля за работой, перед работой 6 петель. Длинную сзади подтаскиваем и вот сюда наперед ее вешаем на левую спицу. И все 7 вяжем лицевыми. Осталось в раппорте 2 лицевые. Все, раппорт связан, кромочная, изнаночная. 8-й ряд у нас сейчас будет снова. Не забываем про дополнительные накиды двойные, да? Сейчас у нас будет с вами в 8-м ряду изнаночная, двойной накид. Далее вяжем изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 изнаночные. Делаем двойной накид, изнаночная, и дальше идет резинка английская. У нас 9-й ряд. Перекрещиваем 7 петель направо. Значит, первую лицевую провязываем. Затем у нас распускается двойной накид, 7 петель. Мы сейчас с вами будем менять местами. Вот это длинное за работой, 6 перед работой. Вернули их на левую спицу, эти 6, провязали все 7 лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше по центру идут лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И далее у нас 7 петель, опять перекрещиваем их налево. Снимаем 7 петель, двойной накид распускаем. Крайняя петля получается длинная,
Первые 6 перед работой, длинной за работой. Ее поверх всех накидываем, вяжем все 7 лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и еще одна лицевая осталась. Все, раппорт связали, кромочная, изнаночная. Так, 10 ряд. Сейчас у нас будет 10 ряд. Ведь вы видите, уже не такая стянутость, двойной накид, ровно ложится наши вот эти перекрещивания, так скажем. Ложная коса, хотя перекрещивание присутствует. Ну, такая своеобразная коса. Вот так она сзади смотрится, с изнаночной стороны. Так, ну и давайте вязать 10 ряд. Смотрите. Здесь мы сейчас свяжем с вами одну изнаночную, сделаем двойной накид и далее вяжем все изнаночные в раппорте. Я даже их считать не буду, смысла нет. И так понятно, что их 22 должно быть. Вяжем, вяжем. Так, и вот перед последней изнаночной мы вяжем 2 накида и эту изнаночную вяжем. Все, дальше идет у нас английская резинка, самостоятельно ее свяжем. У нас с вами 11 ряд, это последний ряд в раппорте лицевой, который мы снимаем с вами вот эту вот петлю и 2 накида. Все, петлю возвратили. Длинная петля. Сейчас будем все 7 менять местами. Последние 7 вот этих. Так, длинная у нас за работой остается. 6 петелечек высвобождаются перед работой, и мы их аккуратненько возвращаем с помощью правой спицы на левую. Вяжем 7 лицевых. Вместе с этой длинной 7 лицевых. Так, связали. Перекрестили направо 7 петель. По центру у нас лицевые идут. 1, 2, 3, 4, 5, что-то я тут, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше перекрещиваем оставшиеся 7 петель в раппорте налево. Снимаем все 7. При этом накид распускаем. Вот этот вот. Последняя петля длинная. 6 перед работой первых. 7 длинная за работой. И оказывается, она у нас первая. И мы вяжем как 7 лицевых. Все, раппорт связан. 12 ряд мы будем вязать все петли изнаночные в раппорте. Ну, английскую вы знаете, как вязать. Вот. Ну, что сейчас я хотела бы, на чем заострить внимание? Я бы хотела сейчас сделать тепловую обработку, влажную тепловую обработку. Нам плотность нужна, девочки. Плотность, чтобы дальнейшие расчеты сделать. А для этого нам надо свой образец растянуть в разные стороны. Так, давайте горячим паром обдаем нашу красоту. Тянем все это дело. Так, очень красиво. Тянем в длину, потом в ширину. Влажное, податливое полотно у нас. Вот на эти крайние, обращаю ваше внимание, крайние петельки тоже выпрямляем, поскольку они у нас будут участвовать с вами в расчетах. Все, оставляем окончательно сохнуть. Итак, у нас все высохло, все готово, все лежит ровненько. Измеряем. Прикладываем линеечку,
18,5. Вот у меня сейчас получается 18,5. Так, еще раз. Но все равно 18,5. И мы набирали, у нас участвует в узоре 33 петли. 33 поделим на 18,5. Получаем 1,78. Я бы так сказала 1,8. Давайте запишем. В 1 сантиметре 1,8 петель. Так, теперь длину измеряем. Длина 16 сантиметров. У меня здесь связано 3 раппорта по 12 петель. То есть 12 на 3 это 36 и делим на 16. Получаем плотность по вертикали 2,25. Так и запишем. В 1 сантиметре у меня получилось 2,25 ряда. Эти цифры нам нужны для выкройки. Будем сейчас делать расчеты индивидуальные на разный размер. Вот такую выкройку я предлагаю использовать для данной модели, девочки. Я здесь уже все размеры поставила, поработал, короче, я здесь над ней. Давайте рассмотрим сейчас с вами размеры спинки, ширину спинки и полочек, и как мы петли будем распределять. Смотрите, у нас с вами для 44-48 размера я взяла ширину 53 сантиметра спинки и, ну, давайте по спинке сейчас. Для спинки 53 сантиметра и в петельном эквиваленте 95 петель. Как я получила? Я 53 умножила на нашу плотность по горизонтали. Мы ее определили. Вот она у нас 1,8 петель. У меня получилось 95 петель. Как я распределила узоры? Смотрите, я по центру сделала английскую резинку, от нее симметрично плясала. Если вы посмотрите на модель внимательно, вы поймете, что так оно там в принципе располагается. Единственное, только у меня не умещается. У нас другая плотность. Конечно, ручное вязание с машиной не сравнить. Получилось, что мы можем себе позволить только половиночку нашего узора. Вот половиночку. Понимаете, да? От 24 петель. Так-то вообще на модели 3 раза повторяется эта коса. У нас только 2 раза, вернее 4 раза повторяется коса. У нас будет это 2 раза полноценных и 2 раза по половинке. Только так складываются обстоятельства с петлями. Дальше смотрите. Значит, 7 это число английская резинка. 24 это число петель нашего раппорта. 7 опять английская резинка. И 12 петель это последний по схеме. Последний по схеме, то есть это вот эти 12. Первый по схеме это вот эта часть схемы. И вот так они у нас располагаются. В сумме это все 95 петель. Ну, еще кромочная сюда, если приплюсовать. Понятно, да? Дальше смотрите. Дальше мы, давайте посчитаем. 24, 24 это будет 48. Прибавить еще 21 петля английской резинки и прибавить еще 24. Плюс 2 кромочные. Вот наши 95, из чего они сложились. Понятно. Затем я приплюсовала еще для 50 размера я взяла 56 сантиметров, и мне надо было добавить 6 петель по нашей плотности. 6 петель я добавила как английскую резинку. То есть вот здесь у меня начинается 3 петли английской резинки, и дальше так, как мы сейчас с вами все распределяли. И заканчиваю я тоже симметрично 3 петли английской резинкой. Понятно? Для размера 52-54 с шириной 60,5 сантиметров я взяла 109 петель. 109 петель. 101 петля у нас была для 50 размера, 109 петель у меня, значит, такое же расположение узоров по спинке, только здесь начинается все с 7
петель английской резинки. И заканчивается 7 петлями английской резинки. Причем также все полностью, как я вам сейчас рассказала. И вот симметрично добавляем еще 14 петель в сумме. Получается 109 петель. У нас высокая планка 8 сантиметров. Она идет у нас и по спинке, и по полочкам, и по рукаву одинаковая. Планка по боковой стороне полочки и по вырезу горловины составляет высоту 4 сантиметра. На вырез горловины я взяла 37 петель. Я взяла 20 сантиметров. Здесь вот 9,5 стоит. Я взяла 10 сантиметров на первый размер, который у нас 44-48. И далее я прибавляла еще по 2 петли на каждый размер. Получилось 37, 39, 41 петля по размерам. И все, что осталось, это петли плеч. Поскольку рукав спущенный, пройму мы не вяжем. Это 29, 31 и 34 по нашим расчетам. Дальше переходим к рукаву. У рукава, значит, по низу стоит мерочка 13 сантиметров, то есть это 26 сантиметров. И их я также умножила на плотность по горизонтали 1,8. То есть 26 на 1,8 это будет 46 петель, девочки. 46 петель берем для резинки. Я сделала 46 петель для первого размера, 50 петель для второго, 54 для третьего размера. И далее у нас идет узор, который я расположила таким образом. Если вы посмотрите на модель, у нас здесь идет одна коса по центру, и с двух сторон английская резинка. Я также сделала. Идет коса на 24 петлях, и с двух сторон. На первый размер у меня получилось по 10 петель английской резинки и кромочные плюс 2. Для второго размера получается там, соответственно, я уже сейчас не помню, девочки, по-моему, там 12 и 14, вот так, какой-то такой расклад. Но это все будет под видео, вы почитаете в тексте. На самую широкую часть рукава у меня пришлось, я взяла 20 сантиметров, здесь у меня пройма, ее высота на первый размер 20, на второй 21, на третий 22 сантиметра. И тут же я также взяла 20, 21 и 22. В петельном эквиваленте это получается 72 петли, 76 и 80. Как считала, также берем 40 сантиметров ширина рукава в самой широкой части, умножаем на плотность 1,8, получаем петли. Вот. Теперь давайте про вертикальную плотность поговорим, потому что мы пришли с вами к скосу рукава, и здесь важно понятие вертикальная плотность, потому что нам надо распределить прибавки равномерно и одновременно. Как это сделать? Смотрите, у меня есть общая мерка по рукаву, это 46,5 сантиметров. Из них 8 сантиметров это планка. То есть из 46,5 отнять 8 будет 38,5 сантиметров. И этот показатель в сантиметрах мы умножаем на нашу плотность по вертикали 2,25. Получаем ряды. В рядах это меряется. Смотрите, 38,5 я умножил на 2,25. У меня получилось 86 рядов. Это всегда четное число. И теперь смотрите, из большего числа 72 отнимем 46 петель по низу, и получается у нас с вами 26 петель. Вот эти 26 петель делим на 2, поскольку у нас 2 скоса. И получается, что на каждый скос это 13 петель. А теперь нашу длину от планки до конца рукава 86 рядов, мы уже посчитали, мы поделим на 13 петель. 86 делим на 13, получаем вот такое число. То есть мы здесь можем как в каждом шестом, так и в каждом седьмом делать прибавку. Но для того, чтобы все было более, ну так скажем, можно чередовать. Раз прибавку сделать в шестом ряду, следующую прибавку в седьмом ряду, в шестом, седьмом, и так 13 раз. Вот. И так вы достигнете 72 петель. Ну, в общем, девочки, это очень простая такая арифметика.
Для полочки я тоже рассказываю, как расположить узоры. Я это все изобразила в текстовом варианте. Там элементарно вычитаем. Вот, если взять первую, значит, если взять правую полочку, да, правую полочку, то это вот как будет располагаться узор. Я поставила черту, вот эту вертикальную. Считаем, что вот эти 7 петель, которые у нас по центру шли английской резинкой, мы их на планку отнесли, да, и начинаем вести узор. Вот идет у нас 24 петли. Наш рисунок красивый, да, ну, конечно, кромочная, потом 24 петли, потом английская резинка на 7 петлях, потом идет 12 первых по схеме петель нашей косы и кромочная. Это для первого размера и так далее. Левая полочка вяжется зеркально правой. То есть вы берете вот эту часть, и уже у вас вот так идет. Первая кромочная, потом идет 12 последних по схеме, потом идет 7 платочной английской резинкой и 24 завершается узором. Это называется зеркальная симметрия. А вот эти вот вещи выпадают у вас на планке. Вот на планке, на полочке. Это, здесь будет планка. Здесь будет планка, которая вяжется отдельно после того, как сошьем плечики. Ну, я надеюсь, что новички, наверное, с такой моделью не возьмутся. Все-таки здесь нужен навык вязания плечевых конкретно изделий, потому что узор не самый легкий. Ну, а если возьмутся, я надеюсь, что мои объяснения были вам понятны и доступны. Ну, а продвинутые вязальщицы, мое объяснение, в принципе, оно и не нужно, они и сами все знают, да? Да, я желаю вам удачи, девочки, до новых встреч!